Салют, друзья! Меня зовут Максим Юн, и это мой канал про ЕСБ. За последние 1,5 месяца мы стравили между собой волчьи ребра, глухое забрало, фальшон и ружье, выяснили, как доспех влияет на людей разной степени подготовки. И осталась еще одна тема, которая пришла мне в голову сразу, когда я придумывал эту серию. Вы уже понимаете, о чем будет этот ролик, ведь вы прочитали название. Поэтому жмите лайк, колокольчик, не забывайте подписываться, и давайте выясним, насколько титановый доспех лучше стального. Кстати, поначалу в сообществе не было однозначного мнения по поводу титана. Хоть правила его не запрещали, среди матерых бойцов это считалось, скажем так, не крутым. Потому что доспех из титана не уступает по защитным характеристикам доспехам из стали, но при этом он значительно легче, поэтому налицо какое-то читерство. Интересно, что при этом главным аргументом в пользу титана было удобство при авиаперелетах, потому что не нужно было платить за перевес. Доспех из титана гораздо дороже. Во-первых, сам материал дороже, и работать с ним сложнее. Вроде бы как, со слов кузнецов. И если оставить за скобками экономию при авиаперелетах, есть ли смысл переплачивать? Что если тут разница не такая ощутимая, как принято считать? Вот как в эксперименте с 2 разными типами забрала, когда вдруг выяснилось, совершенно неожиданно, что при прочих равных разницы между глухим забралом и волчьими ребрами практически нет. И чтобы это понять, давайте обратимся к опыту прошлого ролика из этой серии. Тогда мы выяснили, что лучше всего доспех оказывает влияние на длительные нагрузки, которые лучше всего имитируют бурпи. Да, ребят, это еще один ролик, в котором я делаю бурпи в доспехах. Будем действовать так же, как в прошлый раз. Сначала я сделаю 30 бурпи без доспехов, а потом в титановом доспехе. И посмотрим, как сильно цифры будут отличаться между собой и от цифр, которые мы получили в прошлый раз. Уточняю, я говорю опять не про абсолютные цифры, а про относительные. На тот случай, если сегодня, скажем, я в лучшей форме, чем в тот раз, и сделаю бурпи без доспехов быстрее. Или наоборот, сегодняшняя моя форма хуже, и я сделаю бурпи без доспехов медленнее, чем в тот раз. Все, должно быть интересно. Полетели. Начинаем. Мы снимаем, все, поехало. Ты считаешь вслух 30 бурпи. Ага. И... 1, 2. Always first at the finish line. First to the plate when it's dinner time. First to escape when this shit goes down in these motherfucking clouds. Ребят, своего титанового доспеха у меня нет, поэтому мне понадобилась помощь, друзей и ребят из команды. Ноги титановые я взял у Артема Васильева, а бригантину мне дала Катя Комер. И, в принципе, точно такую же сейчас я жду. Должна мне прийти, поэтому считаем, что практически моя бригантина. Руки останутся стальные, потому что ни у кого их не нашлось. И на самом деле в общей массе доспеха там стальные наручи, стальные локти сильно не повлияют. Самые массивные части это, безусловно, бригантина и латные ноги. Они у нас титановые. И считаем, что доспех титановый. Шлем еще тоже массивная часть доспеха, но титановый шлем это смерть. Вроде бы как сейчас кузнецы уже научились делать что-то там, какие-то шлема из титана, но все равно это прям очень большой риск. Если для турниров 1 на 1 это еще может подойти, для бугуртных турниров ни в коем случае не надевайте титановый шлем. Я как-то видел лицо человека после титанового шлема. Вы бы не хотели видеть такое лицо в зеркале. В прошлый раз, когда мы с Гарри и Саней делали проводили испытания, комплект весил 23 килограмма, плюс-минус. Сейчас, безусловно, должно быть полегче. Дело даже не только в том, что мы используем титан, но Артем Васильев дал мне защиту ног, которая называется, защиту ног типа 3/4, где колени через подвижные сегменты соединены с бедром и еще и цепляются к колену. Это такая замкнутая защитная система, которая позволяет не надевать под набедренники стеганые шоссы или шорты, а это все-таки тоже дополнительный вес. Поэтому сегодня защита ног у меня будет мало того, что сама по себе легче, не стальная, титановая, так еще и поддоспешная одежда будут всего лишь обычные спортивные треники. Он как из бумаги, слушай. Очень легкий. Я даже, серьезно. Эти бедра мне кажется сильно
легче моих. Но опять же, Тёма побольше меня, то есть видишь, у него еще дополнительные какие-то элементы защиты задницы. Но эти бедра, они опираются на голень. Вот смотри. Хлоп. Сделали. Плюс с задней стороны еще металлическая петля. Получается, что вес бедер ложится еще и на голень, распределяется. Плюс, как я уже сказал, вот из-за вот этих вот подвижных сегментов можешь себе позволить не надевать поддоспешные какие-то шорты, бриджи. Пока вот я надеваю, блин, это, конечно, какая-то магия вообще. Но я понимаю, что парни, которые давно носят титановые доспехи, для них, ты знаешь, как ух ты, неандерталец, изучают палку-копалку. И, кстати, может показаться, что все-таки очень легкий доспех, это хуже защита, больнее. Но вы знаете, если вы вспомните, как дерется тот же Тёма, он очень часто один из тех, кто до последнего стоит под градом ударов. И эти легкие доспехи позволяют ему это делать. Блин, вот давай в коте, без кота сделаем, ну серьезно, классный доспех, красивый. Какая разница на теплоотводимость от куска ткани еще одного? Вот ты не шаришь. Ты видел, нам люди какие комментарии пишут там? Да. В ролике под с велосипедом, который был, там человек просто такую простыню написал, как, не знаю, первую главу диссертации. Мне было бы интересно прочитать всю работу. Хотели мы сняться вот в таком виде, потому что доспех уже очень хороший, красивый. Но потом подумали, вы же потом нам напишите, что вот, другие условия эксперимента. В этот раз было без кота, а без кота теплоотведение хуже, точнее лучше. В общем, поэтому решено сделать так. Мы сейчас бригантину наденем поверх кота. Так тоже, это тоже достаточно исторично. И доспех будет красиво видно, и чистота эксперимента будет соблюдена. Кстати, мне же мама звонила после ролика последнего, с Гарри и Саней. Мне вообще так переживала, говорит, у тебя там лицо красное. Говорит, вообще это какое-то издевательство, делай по 30 бурп, еще и в доспехах, типа не бережешь себя. Ну, я говорю, да, что такого, типа, с Гарри там 2 спортсмена, а Саня так, вообще 10 бурп не сделал. Ну, все равно очень переживала, потом эту тему закрыла, говорит, да вообще что-то, говорит, лайков так мало, комментариев никто не оставляет. В общем, пипец так расстроилась, я еле успокоил, говорю, мам, они же подписчики, взрослые люди, я им там не буду же в каждом ролике говорить, парни, подписывайтесь, ставьте комментарии, вот это вот все. Вот. В общем, как-то я ее успокоил, но в целом, ребят, не расстраивайте маму, напишите там комментарии, лайки, так. Просто повода не было. Кстати, на самом-то деле я прав, я сейчас коту надел, сразу стало тяжелее. Да ладно? Угу. Ну вот именно по теплообмену. Готов? Готов. Я тоже зарежу. Считай вслух. Ага. И... Always first at the finish line. First to the plate when it's dinner time. First to escape when this shit goes down and these motherfucking clowns finna finish line. When it's dinner time. First to the plate 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 when it's dinner time. First to escape when this shit goes down and these motherfucking clowns finna finish line. First to the finish line. First to the plate when it's dinner time. First to escape when this shit goes down and these motherfucking clowns finna finish line.
Да, если что, подворусь. Но ощущение куда лучше, чем в прошлый раз. Честно говоря, титановый доспех, ну, это действительно другой уровень. То есть я себя чувствовал прекрасно, я себя чувствовал очень легким, при том даже, что, я уже об этом говорил, ноги не мои, ноги Тёмы, который выше меня, и, соответственно, где-то там он упирался чуть-чуть, где-то, ну, было не супер удобно, ну, скажем так, там, на 90% из 100 он был удобен. То есть если бы это были бы мои титановые ноги, то, ну, было бы совсем круто. Я думаю, что результат должен быть, ну, лучше, чем в прошлый раз, потому что я сделал эти 30 бурпи в доспехах, ну, как-то, ну, типа, легко достаточно. И еще, скажем, когда я уже смотрел видос вот прошлый, ну, там было понятно, что во второй половине, ну, были очень нечистые бурпи, то есть, знаешь, на каком-нибудь соревновании мне бы их даже не засчитали, вот, но сейчас мне показалось, что все 30 были достаточно чистые. В тот раз у нас был прирост плюс 128%, да? Ну, то есть я сделал, ну да, плюс 128. Сейчас, ну, наверное, я думаю, что меньше 100. То есть, ну, меньше 100. Да, прирост, мне кажется, меньше 100. Ну, отлично, то есть, на самом деле, очень, ну, близкий результат. То есть, хорошо, это хорошо, значит, что у нас эксперимент плюс-минус чистый. Охренеть просто. Просто охренеть. Получается, что прирост в титановом доспехе в 3 раза меньше, чем в стальном доспехе. Но тут вывод только один. Это точно того стоит. Ребят, подкопите деньжат и закажите себе титановые доспехи. Серьезно, я вот сейчас думаю просто о том, что зачем я с собой столько лет так поступал. Хорошо, я себе уже заказал титановую бригу и ноги, я их жду, теперь я их жду еще сильнее. Поэтому копите деньжат и покупайте титановые доспехи в какой-нибудь мастерской. Здесь могла бы быть чья-то реклама в какой-то мастерской, если бы какая-нибудь мастерская заказала бы рекламу. Слушайте, ну все, у меня, честно говоря, больше слов нет, по-моему, очень наглядный результат. Спасибо, пока. Быстрее. Или наоборот, Хорошо. Короче, ко мне как-то осенью залетела оса домой. Ну, мы с другом сидели, куда-то собирались. Она такая летает, наглая. Я говорю: Сань, спорим, я ее ножом разрублю. Говорит: ты что, дурак, ты не сможешь, она же такая маленькая. Ну, в общем, я взял нож, как фиганул по этой осе, разрубил ее ровно пополам. Потом, когда ко мне залетали осы, я специально так делал, закрывал окна. Но мне казалось это достаточно прикольно. Типа у нас такой, типа, бой. Потом ко мне залетел шершень, вот такой. И вот это уже была прям другая лига. Ты почувствовал, что ты встретил рейд-босса? Это был рейд-босс, и вот, скажем так, с осой, ну, я чувствовал свое превосходство, но вот с шершнем уже было прям опасно.